Вот. То есть некий мир структур, в котором эти структуры находятся, ну, по отношению к нашему миру, он не наверху, не внизу, а где-то вот в каком-то другом пространстве и времени, даже там и времени нету, собственно говоря, там есть некие отношения. Ну, как бы вот процессор, да, в котором что-то там происходит, какие-то процессы, а мы это потом наблюдаем на экране, что же там происходит. Поэтому мы вот соединить человека с этими вот структурами, которые мы научились создавать как некие характеристики с заданными свойствами, да, то есть вот мы отработали методику, используя фотометод. В принципе, есть разные методы взаимодействия, да, то есть есть природная структура, которая там в деревьях находится, в камнях, там можно геометрические какие-то фигуры нарисовать, там знаковые системы различные, и с ними взаимодействовать, да, то есть через взаимодействие с этими природными структурами, то есть там с кристаллами, например, или с растениями, или еще с чем-нибудь, то есть как с некими вещественными носителями этих структур. Вот. Но вот оказалось, что нужны еще, что она выпала у нас, нужны еще и другие структуры, которых, в общем-то, у нас нету возможности с ними взаимодействовать, потому что они не проявлены в нашем мире. Да, то есть создается, ставится некая задача, под нее формируется структура имитационными методами имитационного моделирования и эксперт-операторными взаимодействиями. Потом эта структура воплощается вот в некую имитационную модель в виде некой такой железяки, как носитель этой структуры. А дальше фотометодом переносится эта структура на вот карточку, например, или там на маску, или на браслет. То есть это уже не важно, на какой объект мы это делаем. Вот. Но оказалось, что можно, попробовали мы переносить это, например, структуру через любой файл. Не обязательно тот, который мы снимали при формировании этой структуры, а как бы мы привязываем через, опять же, наше устройство, можем взять любой файл и соединить с ним вот эту вот структуру в этом устройстве. То есть, вот. Ну, а потом попробовали, а если соединять уже не с устройством, а напрямую с человеком, через что можно соединять? То есть можно брать тогда объект человека, да, то есть как бы не не самого человека, да, то есть, а нам нужны идентификаторы, то есть, ну, как бы как ссылки, вот, чтобы было однозначно сказано, что вот это и есть ссылка на этого человека. То есть тогда попробовали не с человеком соединять, а со ссылкой. То есть тогда мы в качестве идентификатора взяли вот три элемента, то есть фамилия, имя, отчество, дата рождения и его электронную почту. Потому что иногда и человек есть фамилия, имя, отчество, и дата рождения может даже совпадать. Но это разные люди могут быть, да? То есть всякое бывает. У нас как-то был такой случай, когда вот ехали в автобусе, остановили и пытались садить одного мужчину, у которого было записано его фамилия, имя, отчество, и у них вот это написано, и э, дата рождения даже там такого-то числа, такого-то месяца. Год только не совпал. И только благодаря тому, что год не совпал, оказалось, что действительно это совсем другой человек, а так вот все сходилось. Поэтому вот еще электронную почту мы используем как дополнительную вот в этой цепочке идентификаторов для того, чтобы можно было соединить. В принципе, можно и по-другому. То есть можно, например, взять, написать какое-нибудь абстрактное число, и присвоить этому человеку это число. Да, то есть, а в другой базе данных какой-то соединить вот этот идентификатор, который мы нарисовали, с этим вот числом. И сказать, что вот число этот, а человек вот этот. Ну, то есть, как бы опосредованную ссылку сделать. Она тоже работает, оказалось. То есть, мы пробовали, то есть, по-разному. Оказалось, что когда мы через Бионет это делаем, через вот эту систему, то ссылка даже лучше работает, чем исходная картинка. То есть исходная структура, то есть если мы ее привязали просто к фотографии какой-то, да, то есть какой-то картинке, эту структуру, и переслали по интернету какому-нибудь человеку, который, например, может быть, выступить в роли эксперта и сделать оценку работы этой структуры.
Этому человеку мы эту структуру даем, он ее оценивает, а потом даем, допустим, другую картинку с этой же самой структурой. Он только передано через уже вот эту систему BNS сформированную. И он говорит, о, так она еще лучше работает, как бы, чем та, которая до этого была. Хотя там как бы цепочка более длинная получилась вот этих ссылок. Вот, поэтому как бы есть возможность работать, например, с коллективами, не имея данных этого коллектива. Ну, то есть сам, допустим, руководитель имеет эти данные, он им присваивает всем какие-то вот абстрактные номера, да, какие он сам пожелает, и нам пересылает эти номера. Мы же привязываемся к этим номерам, вот к этой базе данных, которую человек держит. Ну, с тем, чтобы у нас эти, иногда говорят, вот мы не можем вам данные передать. Ну, не можете, не надо, мы не претендуем. То есть, тем более, тут закон есть о защите личных данных. То есть, нам не хочется личные данные лишние иметь в своей системе. То есть, защищать надо. Сколько срок годности трансляции? Карта пока не сломается. Трансляция пока, ну, вот есть у нас временные трансляции, пока оплаченные. Но понятно, что мы как бы там устанавливаем время, когда вот эта связь, как бы она разрывается, соответственно, трансляция не идет. Вот есть у нас постоянная трансляция на аккаунт. Когда человек оплатил полностью стоимость этой структуры, то есть он перестает за нее платить, она его держит. Естественно, есть всякие риски, связанные с тем, что мы живем в материальном мире. Сегодня у нас одна ситуация в интернете, завтра у нас другая может оказаться ситуация. Пока мы говорим, мы пока поддерживаем эту систему в работоспособном состоянии, она функционирует. То есть мы можем эту трансляцию делать. Тем более она не через интернет делается, трансляция. То есть через интернет делается соединение. Да, то есть как бы поэтому соединение мы как бы получили некую информацию, соединили ее в нашей системе с человеком, и она продолжает работать. То есть даже если интернет накроется, тем не менее эта трансляция будет работать. Опять же, всякое может быть, мало ли где чего, то есть как бы живые люди в живом мире, но пока существуем, работаем, поддерживаем эту структуру. Поэтому ваша поддержка, на поддержку нашей системы, она нам всегда в радость, потому что мы больше можем сделать, больше какого-то функционала для этого, больше каких-то возможностей, и поэтому вы можете нас поддерживать разной формой. Ну, с одной стороны, вот у нас есть вебинар открытый, да, в котором мы говорим, чем он отличается бесплатно, что каждый человек может свою оценку сделать как пользы той, которую он получил от этого вебинара, и нам эту пользу материализовать в виде какого-нибудь чего-нибудь. Или в свое участие, да, то есть как бы вот продвинуть эту систему дальше, там, через своих друзей, знакомых, и так далее, то есть как бы активно поучаствовать в этой системе. Или продвинуть воду, которую вот мы сейчас разработали, которая у нас есть сейчас коммерческое предложение на английском и на русском языке. Можно найти, допустим, людей, которые профессионально занимаются продажей воды в больших объемах, и предложить им эту воду, и на этом еще тоже что-то еще и заработать. Потому что вот Наташа Зайцева написала, что вот эта вода, оказывается, теперь в результате вот наших вебинарных всех взаимодействий, она позволяет человеку обучаться. Да, то есть как бы позволяет ему развиваться, если он этого хочет. Если у него есть потребность, она ему начинает формировать внутренние структуры, которые его развивают. Ну, то есть те наработки, которые уже созданы за много лет в системе Бионет, она через вот эту воду можно включить и через эту воду начать себя развивать. Или продолжать себя развивать более эффективно. То есть как бы эффективность этого процесса, но опять же это если есть желание. Если вот этого желания нет, никто насильно мил не будешь, никто не будет специально как бы человека развивать, если он этого не хочет. Здесь все по потребностям. Но тем не менее люди, которые будут потреблять эту воду, у них появится потребность, может быть, развиваться. Почему? Ну, она до этого забита была мусором всяким, который вот не дает человеку развиваться. А теперь вдруг появляется
такая возможность. Он говорит, непонятно, Андрей говорит, все равно непонятно. Это какая мощность должна быть или доступ сразу ко всему, чтобы на человека работало. А тут мощность никакая, в принципе, уже тут не важно, да, то есть как бы мы же говорим уже не об энергии, а об информации. То есть мы здесь соединили некую информацию с чем-то, да, то есть как бы там и нам энергия не нужна. Энергия, она сама по себе существует, ну как вот на стенке, да, тут вот у меня висит такая кнопочка пластмассовая, как бы я ее кликнул, да, то есть свет пошел. Я ж на эту энергию никак не влияю, но саму по себе, то есть как бы она какая есть, такая есть. Нет энергии, я кликаю, не кликаю, ничего не будет, да, то есть как бы энергия существует, то есть сеть работает, значит поток пошел. То же самое с этими структурами. Эти структуры ничего не делают в качестве какой-то там энергообеспеченности. Да? То есть они создают условия для того, чтобы сами этой энергии человек мог усваивать, мог их преобразовывать и мог их с ними работать. А работать все равно самому человеку придется. Вот без этого никак. Вот, поэтому тут относительно, меня иногда тоже спрашивают, а какая у вас структура самая мощная? Вот. Но нету тут мощности как таковой. Я говорю, как ее оценить. Вот. Поэтому давайте мы сейчас поговорим о качестве, которое мы все время заявляем, но как-то его не выделяли, да, в плане развития. То есть у нас есть некое качеств, да, то есть это возможность изменяться в ту или иную сторону под действием внешних факторов. Оно как бы заложено изначально в человека, то есть мы меняемся, но в каких-то определенных пределах. И что-то можем поменять, а что-то не можем поменять. Поэтому вот давайте мы попробуем об этом и поговорить. Значит, мы вот разбирали в прошлый раз некие предпосылки, как происходит вот обучение, взаимодействие. На вопрос Андрея. Вычислительная мощность перебежаться по всем объектам и выделить нужных, в данном случае человека. А зачем бежать по всем объектам? У нас есть конкретный объект, вот есть ссылка на него, на этот объект, на него идет как бы некое соединение произошло, и все, как бы никакой мощности тут не надо, потому что зачем нам всех объектов оббегать, всех людей там и так далее. Вот, и делать какой-то выбор из всего этого множества. Есть конкретное множество, которых вот людей, взаимодействующих в Бионете, да, то есть плюс они уже иерархически выстроились в некую сеть, потому что один под одним подписался, там включились. Вот. Плюс есть естественные сети, с которыми мы связаны, вот этот глобальный биоинтернет. И нам поэтому не надо искать как бы в этом биоинтернете эти все, да, то есть у нас есть уже конкретные как бы вот в базе данных конкретные люди. Вот. Я так думаю, что на самом деле связь вот эта с Бионетом, она будет усиливаться. Чем больше людей будет, тем больше активность будет у этих людей, тем больше им легче будет с ними взаимодействовать. Потому что это сетевой эффект, который как бы, ну, где-то вот у нас какой-то узел плохо срабатывает, но есть множество путей, по которым мы можем обеспечить это взаимодействие. Так вот, давайте мы вернемся к вопросу образования, да, то есть о котором мы говорили, и светового, да, то есть есть возможность вот через свет взаимодействовать и передавать, транслировать некие образы, и эти образы использовать для того, чтобы обучаться. То есть мы об этом говорили в прошлый раз, возможность обмена качествами в зависимости от той задачи, которая у нас есть. То есть нет у меня, я не наработал там, где-то вот не туда шел, не в ту сторону, а мне надо. Вот у меня такая задача, причем эта задача может быть не только моя, она может быть какая-то вот общечеловеческая задача. Она у меня проявлена вот в таком виде, в таком кусочке для меня, а глобально это может быть что-то очень важное. А я вот не имею возможности эту задачку решить, потому что у меня не хватает того-то, того-то. Да? То есть тогда мы говорим, что есть возможность через вот эти биосетевые связи, да, используя их, да, присоединиться через сеть, взаимодействовать с теми людьми, у которых такие качества уже есть. И используя вот это вот сетевые связи, да, то есть решить свою собственную задачу, и еще как бы некий вклад в общесетевую копилку сделать. Но это как бы вопрос
решения задач связаны, да, то есть, что мы можем задачку вот какую-то такую, таким образом решать. А если нету таких качеств вообще, ну, не наработаны они, ни у кого таких качеств нету, да, то есть, и, допустим, а у нас, допустим, есть такая возможность новое качество наработать. Да, то есть, и тогда вот мы говорим о том, что вопросы, связанные с биолазерным образованием, они не только передачи тех образов, которые мы только имеем уже, как некий набор уже набранных знаний, да, то есть, или навыков, умений там и так далее. А есть возможность синтезировать новое, нужное качество под какую-то, под ту или иную задачу. Как некую структуру, то есть из мира структур, да, то есть структуру некую притянуть сюда и проявить ее уже вот в наших каких-то делах. А может быть, я не знаю, тут как бы вопрос такой, то есть есть ли эта структура там в этом мире структур? Может быть, мы ее вот взяли и сделали, и она теперь там появилась, да, то есть, ну, то есть мы тут повзаимодействовали, может быть и так, не знаю, вот если честно, не могу на это ничего сказать, нет, хотелось бы верить, что мы такие вот крутые, что мы можем что-то сделать такого, чего никогда нигде не было. Вот. Но даже если это не так, то мы говорим, вот в нашей реальности этого нет, в нашем мультиверсе, а мы можем через взаимодействие это сделать. Причем это может быть нам не нам нужно, да, то есть, а вот каким-то цивилизациям, которым это вот крайне необходимо, потому что у них очень острый какой-то вопрос стоит. У нас, может быть, там через 1000 лет только возникнет, а у них уже сейчас. И им это очень надо, да, то есть как бы мы можем, допустим, пойти им навстречу и что-то вот такое сделать в наших взаимодействиях, создать вот под их задачу структуру, которая, может быть, проявится у нас там тоже там, через 1000 лет, может быть, раньше. Вот. Поэтому вот та матрица развития, о которой мы говорили, 108 элементов, да, то есть это возможность набрать некую систему связей таким образом, чтобы мы могли как бы стать из всехотящих всемогущими, да, то есть мы могли бы решать задачи того класса, которые нам доступны вот в нашей реальности. Так вот, одна из главных задач, которая стоит перед, на самом деле, всеми людьми, это задача адаптации. То есть мир меняется, и нам надо тоже меняться. И поэтому вот светлицы, мы их так и называем, системные адаптеры. То есть это устройство, которое позволяет нам адаптироваться к изменяющимся внешним условиям, быстрее адаптироваться. Не значит, что они все вопросы адаптации могут решить, но адаптация – это приспособление. Но приспособление, когда мы говорим о приспособлении, да, то есть оно же разное может быть. Что к чему приспосабливать? То есть мы можем говорить о приспособлении, допустим, к материальным каким-то объектам. Да, то есть вот я приспособил какую-то ручку к чему-то там, и теперь я могу какой-нибудь тяпки, и теперь мне удобно тяпать вот грядку. Вот, адаптировал как бы вот эту тяпку под свои руки. Это как бы вот вещественная некая адаптация, то есть это может быть на уровне внешних каких-то вещей, которые мы делаем, какие-то вот предметы, устройства для того, чтобы они нам позволяли удобно чувствовать себя, то есть вот автомобили, механизмы и так далее. То есть это всякое устройство для внешней адаптации материальное. Но может быть полевая адаптация, да, то есть как бы когда нам надо адаптироваться к тем или иным полям. Ну каким полям? Ну вот, например, радиация. Есть радиация, и человек не выживает в определенной. То есть он немножко радиации там еще может, а как ее там слишком много, ионизирующее излучение его разрывают его клетки, разрывают его молекулы, ДНК в том числе, и человек погибает там от лучевой болезни, например. Поэтому если повысить его адаптационный потенциал, он, например, может выдерживать большую радиацию. То есть, да, или там больший диапазон температур. То есть у нас есть некий диапазон температур, в которых мы существуем. Да? То есть какой диапазон? В каком диапазоне мы существуем? Да? То есть, ну, на самом деле мы существуем в очень узком диапазоне, от 0 до 40 градусов. Потому что если температура тела превысит 40 градусов, белок у нас сворачивается.
Вот. Поэтому вот вопрос адаптации – это расширить этот диапазон, то есть создать условия для того, чтобы мы могли выдерживать эти температуры. Тем более вот, там, потепление глобальное там, и так далее. То есть все время перепады температур будут все больше и больше, колебания. Вот сейчас вот уже в Сибири там говорят, похолодание какое-то идет, там будет 17 градусов у них, хотя было только что до этого жарко. Поэтому вот надо адаптироваться к неким полевым условиям, то есть это поля могут быть магнитные, электрические, это могут быть температурные поля, это могут быть поля гравитационные, ну, допустим, вот там собираются куда-то лететь там, на Марс, да, там, или вот прилетели на станцию космическую МКС, а там нету гравитации, и организм начинает расслабляться, то есть вымывает из костей кальций, то есть зачем там такой скелет такой держать, если на него нагрузки нет. И скелет начинает потихонечку расползаться и при длительных нагрузках, поэтому делают специальные скафандры или там костюмы, которые бы заставляли двигаться таким образом, как на преодоление неких усилий. И человек, адаптивность к этой гравитации низкой повышается. А бывает, может быть, там надо высокую гравитацию. Например, когда корабль стартует, он не может сильно разгоняться, потому что если он сильно начнет разгоняться, размажется там все, вот, что в этом корабле находится. То есть вот к различным полям тоже надо адаптироваться. Но есть еще вопросы, связанные с социальной адаптацией, например, да, то есть поэтому вопросы адаптации – это как бы вопросы вот этого качества качеств. Как мы можем приспособиться к среде? И что-то в ней, если изменяется, как нам выжить так, чтобы эти изменения не привели к разрушению человека. Но они могут быть, я же говорю, не только чисто физического плана, да, то есть это могут быть какие-то социальные адаптации, когда человеку надо приспособиться к изменяющимся условиям. Вот, например, ковид. Вот что характерно как бы для этого: карантины, разделения, то есть туда не ходи, сюда не ходи, сюда нельзя. То есть как бы получается, что нас начинают разделять. И социальные связи, которые у нас были раньше, они начинают разрушаться. И человеку, ну, как бы нет возможности себя как-то проявить вот как социальный объект. Могут быть еще другие вопросы, связанные, наоборот, когда у нас в коллективе какой-то есть коллектив, в котором какие-то есть трения. И нам надо адаптироваться к этому коллективу для того, чтобы в него вписаться и с этим коллективом успешно общаться. Могут быть множество как бы разных вещей, когда то есть в этом информационном мире, то есть мы начинаем все глубже и глубже быть с ним связаны, с одной стороны, а с другой стороны у нас все больше и больше разобщенность, когда мы друг друга отделяемся. И вот к этим условиям тоже надо адаптироваться. Поэтому использование системных адаптеров – это возможность вот как бы научиться, вот система все усложняется, усложняется, а системные адаптеры позволяют вот эти повышать многомерность этих связей и за счет этого создавать условия для того, чтобы мы лучше вписывались с меньшими энергозатратами, чтобы мы могли решать задачи с меньшими ошибками, чтобы все более сложные задачи мы могли решать. И это легко нам это доставалось, мы не приводило бы к каким-то серьезным нарушениям. Вот. То есть что получается, что нам периодически надо, да, изменяться. Но изменяться к каким условиям? Изменяться к условиям, на самом деле, сегодняшнего дня или завтрашнего. То есть понятно, что если мы будем меняться только под сегодняшние задачи, то мы можем где-то не успеть. То есть уже где-то впереди маячат изменения, которые, если мы придем в таком же виде, в каком мы сейчас, то мы можем не выжить, потому что изменения такие, что там не успеваешь адаптироваться. То есть не успевает, не хватает этого ресурса адаптационного, чтобы приспособиться к этим изменениям. Поэтому нам надо уже начинать изменяться вот к тому будущему, которое у нас есть. Но есть другой вопрос. Будущее ли нам, вернее, нам меняться, или, может быть, будущее поменять? То есть, вот когда говорят, допустим, о влиянии радиации на человека, а как человек на радиацию влияет? Как человек влияет на температуру, да, то есть как влияет на гравитацию и так далее. То есть, как бы, может ли человек изменять внешние условия для того, чтобы в этих условиях ему было легко
и непринужденно, а может быть создавать условия сейчас для того, чтобы в будущем у нас э, получились комфортные условия для того, чтобы мы могли там выживать. Вот, поэтому системные адаптеры — это устройства, которые работают со временем, которые решают задачу с двух сторон. То есть, с одной стороны, меняется среда, с другой стороны, меняется человек. Да? То есть, как бы, чтобы мы могли двигаться с двух сторон к этому вопросу. И быть готовыми уже к тому, что, то есть, что-то поменялось в мире, а мы уже готовы. Да? То есть, как бы, вот там ковид наступил, и вот уже все, уже нельзя ездить на семинары туда-сюда, а мы уже, оказывается, проводим в Zoom уже не первый год наши встречи. У нас уже, мы как бы адаптировались к этой среде и уже общаемся как бы нормально. И оказалось, что можно и через связь во времени делать, и можно делать какие-то изменения более глобального плана и создавать какие-то структуры совместные, то есть такое совместное творчество проявлять. Поэтому вот это качество адаптивности, да, то есть мы его и сейчас рассмотрим как бы немножко более подробно. С точки зрения чего? Многомерия, да, то есть как бы если мы говорим, что многомерие — это такая штука, которая относится не только к человеку, да, то есть как бы, а к миру структур еще. То есть мир структур сюда отображен вот в наш трехмерный мир, мы сами, да, то есть как бы в виде неких объектов, тоже неких структур, материальных, вещественных, полевых, там, информационных, как бы. Но мы говорим, что вот мир структуры, он там более сложный с точки зрения организации процесса. Но сложность или мерность этого процесса, она немножко другая. Но чтобы говорить о мерности, мы неоднократно уже говорили, что она теория физических структур несколько иная, нежели обычное представление физики про измерения. То есть, ну, физика нам говорит, вот есть измерение высота, ширина, длина, там, да, ну, как вот Чукча, когда ему сказали, вот надо пойти измерить высоту шеста. Он ушел, и нету, и нету, и нету, и нету. Ну, пошли посмотреть. Он приходит, ставит шест, начинает с рулеткой по нему карабкаться, шест падает, он опять его ставит, опять карабкается и никак не может вот залезть. И говорят, слушай, ну что ты делаешь? Ну как, высоту шеста измеряю. Да ты положи и измерь. Так это уже длина будет. Поэтому вот что у нас эти координаты? Где у нас высота, ширина? Потому что когда в космосе там, на МКС, то есть не путайте с ИМКС нашей институтом моделирования и конструирования структур, там люди, как бы у них нет ориентира, куда сила тяжести направлена, и поэтому как бы вот вопрос, куда координата направлена, неизвестно. Где верх, где длина, где ширина. Потому что когда есть те или иные представления у людей, они на самом деле упираются в некое ограничение. Вот у нас есть некая модель восприятия, и мы мир воспринимаем через свои убеждения. Вот мы убеждены, что обстоит дело вот так и вот так. Да, то есть мир устроен вот таким образом. Когда-то считали, что мир плоский, да, то есть, и когда вдруг приняли концепцию, что Земля круглая, никак народ не хотел согласиться, потому что говорили, ну как же, они же там попадают все на той стороне. Вот, да, то есть, потому что, ну как это можно представить, что где-то есть кто-то с противоположной от тебя стороны, да, то есть, и как-то, почему он не падает. Опять же, куда направлена эта сила тяжести. Поэтому постепенно как бы представление там о сложности мира расширяется, да, то есть сначала вот было, что есть небесная сфера, и по ней двигаются вот какие-то звезды и планеты, и для навигации использовались там теория эпициклов, которая просуществовала больше 1000 лет. Ею нормально пользовались, все время расширяли как бы вот ее возможности, то есть все больше и больше эпициклов надо вводить было, чтобы посчитать координаты корабля в пространстве и во времени. Вот. А потом, когда оказалось, что можно по-другому как-то посмотреть на это дело, да, что Земля, она как шарик, и летает еще и вокруг Солнца, а не Солнце находится в центре да, то есть, как бы, поэтому чем дальше, тем мы как бы уходим от антропоцентричности, как бы, к моделям, которые все дальше и дальше куда-то от человека отодвигаются. А с другой стороны, есть антропный принцип физики, который говорит, что все константы
физические настолько точно подогнаны одна к другой, что даже мельчайшее изменение любой из этих констант приведет к тому, что у нас не будет существовать, потому что не будут образовываться частицы элементарные, из элементарных частиц не будут образовываться атомы там, и так далее, и так далее. То есть вся вот эта элементная база, она как бы сразу разрушается, но, естественно, мы с ней тоже. Поэтому наши убеждения, они могут не соответствовать реальности. И чем дальше, тем сильнее. Вот даже тут исследование недавно наткнулся, где стали исследовать когнитивные искажения. Ну, берут литературу и начинают копать как когнитивные искажения в литературе там везде представлены. А сейчас оказалось, что вот в социальных сетях когнитивные искажения как бы чуть ли не на порядок выросли по отношению к тому, что было раньше. То есть это говорит о том, что человечество переходит в какой-то другой, на какой-то другой уровень отношений. Сейчас такой период колебаний. Как бы вот мы, раскачка идет в представлении наших. Да, то есть и мы поэтому вынуждены пользоваться какими-то вещами, которые нам приносят какую-то информацию, которую говорят, да это неправда, этого не может быть. Ну, например, вот уфологи говорят, вот есть инопланетяне, они летают, посмотрите на небо, сколько там всякого, тут, сколько всяких картинок, даже вот Пентагон опубликовал доклад. Ну, данных-то еще все-таки нет, контакта нет, то есть с нами никто еще контакт не установил, значит, нету данных, что это инопланетяне. Но, тем не менее, вот появление таких статей, появление таких вот сообщений, там, фотографий и так далее, приучает к мысли людей, что да, когда-то они появятся, и когда-то мы с ними вступим в контакт. И уже психологический барьер будет преодолен. Ну, так же, как вот преодолеваются барьеры в другой области, например, да, в области вот ЛГБТ, которые там сейчас говорят, да, то есть, как бы, то есть раньше это было табу вообще об этом говорить, потом как бы стало об этом говорить, сейчас это вообще мода как бы на это пошла, вот. В принципе, если бы они не были столь агрессивны, ну бог с ними, что хотят, то пусть и делают. Но вот народ уже начинает же, как вегетарианцы тоже, как бы, ну, кто хочет, тот что и ест. Нет, вегетарианец тебя будет наставить, что он самый правильный, и тебя обучать вот именно так себе поступать. Поэтому в силу того, что мы не знаем, как правильно, никто не знает, как правильно, да, то есть поэтому мы не будем никому навязывать свое мнение, вот, а просто примем к мнению, как говорил Сократ, что я знаю, что я ничего не знаю. Что мы ничего не знаем? Мы не знаем ничего о том, что выходит за рамки наших представлений. Об этом еще говорил Козьма Прудков, да, то есть что в мире есть то, что нам как бы, я уж не помню там эту фразу, но что никак не укладывается в наши представления. И поэтому новые технологии, которые появляются, они тоже сначала не укладываются. Вот те же светличные технологии, почему сложно их предъявлять? Ну, потому что в голове не может... Ну, как это, какая-то там фотография может работать? Ну, не может такого быть. Как бы. Все это фигня, все это эзотерика, и все это к науке не имеет никакого отношения. Вот. Поэтому, если мы все-таки к научным представлениям вернемся и посмотрим на мерности, да, то есть как бы на измерения, которые мы... То есть то модель, например, еще, которые оперировали физики, о многомерности, которые говорили там четырехмерие там, и так далее. То есть Успенский еще в начале века было это модно об этом говорить. Что есть вот время, это четвертое измерение, которое нам дает еще одну координату. Да, то есть и тогда как это воспринимается? Ну, как некий рост. Что-то вот растет, это значит, оно во времени как бы проявляется в нашей реальности, а потом оно как бы исчезает. То есть, как бы, поэтому есть начало, а есть конец у всего. Да, то есть во времени. То есть когда-то появилось, потом исчезнет. Нету бесконечных явлений в нашей реальности. Они цикличны. Повторяются, 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 повторяются. Но если мы в этих повторениях все время существуем, то наша-то роль какая тогда? Да, то есть как бы... Но наша роль выйти за это повторение, то есть сделать что-нибудь такое, чего еще никогда не было. Ну, то есть как бы за рамки тех представлений, которые у нас есть. И предположить, что вот то все, что мы знаем, это вот есть какие-то узкие рамки, в которых это можно использовать. А если чуть рамки расширить, уже это надо как-то по-другому что-то делать, что-то по-другому применять. И поэтому нет необходимости нам вот за эти рамки сильно держаться. Ну и поэтому здесь вот, на самом деле вот у нас все меньше и меньше народу проявляется на вашем вебинаре. Я предполагаю, что у нас это связано еще с тем, что
ну, сейчас лето, удачный сезон, все разъезжаются по всяким там морям, отдыхам и так далее, с одной стороны. А с другой стороны, у нас все равно здесь остаются люди, которые, ну, допускают, что вот то, что я рассказываю, это все-таки правда. Вот. Остальные тут не задерживаются, как бы они говорят, что это фигня, нечего там время терять. Потому что мы здесь пытаемся говорить о представлениях, которые, ну, как бы более широкие, чем нам это рассказывали, например, в школе там, и так далее. Поэтому, ну, вернемся к науке, если говорить, да, то есть как бы об измерениях. То есть как, например, представить четвертое измерение, да, то есть для этого всегда лучше уменьшить измерение. Например, говорить, вот есть плоскость, двухмерный мир, а его пересекает трехмерный объект, например. Ну, вот, например, у нас есть стол, там, или лист бумаги, или вот книжка, например, есть какая-то, да, вот книжка, а через нее проходит палка колбасы. Что мы увидим в сечении? В сечении мы видим сначала точку, из которой вдруг что-то так выросло, да, то есть как бы, и потом что-то там как-то в ней меняется, а потом раз, оно исчезло. Значит, это вот у нас объект прошел через, трехмерный объект прошел через двухмерный мир, и в нем проявился как вот что-то растущее. То же самое будет, если мы рассмотрим трехмерный мир, да, то есть как бы, а в нем четырехмерный объект какой-то проходит. Значит, он появится сначала в виде точки, потом эта точка будет расширяться, а потом когда-то этот объект схлопнется. Также вот мы сами также появились из точки, на самом деле, из одной клеточки, как-то вот выросли. То есть поэтому мы тоже более многомерные здесь проявлены, потому что мы здесь вот так вот проросли, можно сказать, и в этой реальности. Но если брать представление о многомерии как бы вот с точки зрения там той же аналитической геометрии, да, то есть как оно задается? Ну, берется некое множество точек, на них задается некие соотношения или метрика, и описывается вот трехмерное пространство, там, смотря какая метрика, и будет или евклидово пространство, или Лобачевского, или там Римана. То есть в зависимости от этого мы получим то или иное пространство с какими-то характеристиками, в зависимости от этих вот соотношений между точками. И оказывается, что достаточно 5 точек, чтобы задать, ну, как базовых, да, то есть чтобы задать трехмерное пространство. Вот. А в теории физических структур там два множества точек. Есть одно множество, есть другое. И они взаимодействуют друг с другом. Да? То есть как бы каждая точечка одного множества взаимодействует со всеми точками другого множества. И вот тогда, как это можно представить, то есть вот как соотношение между мерностями обычного вот, многомерия, то есть как бы, да, то есть если у нас три точки, это у нас линия, да, то есть как бы задается, 4 точки это у нас плоскость, и 5 точек это у нас трехмерный процесс. Естественно, шестую точку добавили, у нас получается уже там четырехмерное пространство, еще одну точку, то есть каждое появление дополнительной точки нам задает другую меру. Да, то есть, а если берем теорию физических структур, которые мы оперируем, то есть там два множества. Что это значит? Как это соотнести вот с обычным? Да? То есть, ну вот, например, точка в обычной математике это нульмерный объект. Да? То есть в нем нет измерений никаких, это точка. А в теории физических структур точка – это пересечение двух линий. Как бы это не одно, то есть одно множество, есть другое множество, вот они пересекаются, да, они взаимодействуют, и появляется точка. То есть, значит, здесь у нас уже появляется что? Описание, да, то есть как бы как минимум состоящее, если мы описываем точку, оно более емкое получается, да, то есть как бы оно уже дает нам как минимум, ну, мы используем двухмерные объекты, да, то есть линию. Две линии дают нам точку. Но здесь еще есть, появляются дополнительные варианты, да, то есть как мы к этой точке подходим. Мы можем по одной линии подойти к точке с одной стороны или с другой стороны по этой линии, или можем по другой линии перейти с одной стороны и с другой. Да? Поэтому вот мы когда говорили в прошлый раз, что мы сами себя тут представляем перекрестие такое, да, то есть двух линий, да, физического тела, да, то есть и нашей души.
То есть разные координаты временные. Поэтому мы здесь такой узел в сети, который вот предъявлен какими вот таким пересечением. И поэтому это мы как бы такая точка, но только уже многомерная. Мы предъявлены как трехмерные объекты в этом мире, в этой реальности. И наша душа предъявлена еще в какой-то реальности в виде какого-то другого объекта. И здесь мы пересеклись. Поэтому когда мы описываем живые объекты, да, то есть оказывается, что мы должны рассматривать не только само пространство, да, то есть, но и взаимодействие в этом мире. Какие взаимодействия? Ну, у нас вот физика говорит, что у нас есть 4 взаимодействия. Да? Сильное, слабое, электромагнитное и гравитационное. Вот эти 4 взаимодействия фундаментальные, которые... То есть сейчас есть прикидки, что еще есть какое-то пятое, но пока не подтвержденное. И эти взаимодействия формируют нам что? Частицы, да, то есть как бы поля и так далее. Да, то есть как бы то, что в это пространство еще и заполняется. А с точки зрения теории физических структур мы можем рассматривать другое представление, что у нас здесь некая структура проявляется. Да, то есть через вот это взаимодействие мы проявляем определенную структуру. И время тогда в нашей в системе отношений это тоже некая структура. Это тоже отношение каких-то элементов, но только временных, как некий конгломерат неких временных частиц, которые взаимодействие с пространством проявляет структуру в виде вот материальных объектов, в виде частиц там, и так далее. То есть, ну, если вот мы берем пространство, из чего оно состоит? Да, то есть, если у нас то есть, тоже какие-то элементы. Ну, вот, если мы говорим о теории физических структур, то мы и о матрице, например, 7 на 7, которая нам задается множеством 7 элементов в этой теории физических структур, то у нас появляется возможность говорить о неких пустотных элементах, из которых вся эта пустота, вся эта реальность состоит. Их 49. Да, то есть матрица 7 на 7. А каждый элемент этой матрицы – это еще некая совокупность каких-то элементов, да, то есть как бы там некого пустотного звука, который формируется как некое линейное соотношение между этими вот элементами, которые там предъявлены, но которые как бы являются уже элементами самого мира структур. Но как бы не будем вдаваться сильно в этой подробности. Почему? Потому что нам важно о другом, что мы можем через вот это вот как бы взаимодействие говорить об адаптации с помощью светлиц, как о возможности через мир структур соединять, не только как бы себя менять вот в этом мире структур, но и менять еще и вот окружающую реальность, чтобы можно было соединить их в единое целое. Да, то есть, ну, нам более интересно на самом деле как бы элемент энергетического взаимодействия, информационного и структурного. Ну, когда мы говорим об энергетике, нам нужна энергия для того, чтобы что-то сделать. Как ее узнать, сколько у нас энергии? Ну, вот есть, например, вот метод ГРВ. То есть, да, мы взяли, померили и увидели какие-то там пальчики, сколько-то их там. Сейчас мы на них посмотрим. Где у нас тут демонстрация экрана, как это все выглядит. Вот, например, да, вот видно фотография ГРВ. Это вот как бы она исходно снимается в черно-белом варианте, это потом уже компьютер там раскрашивает в разные картинки. Поэтому мы вот можем это посмотреть. Но вот это вот не просто пальчики обычных людей, да, то есть это на самом деле пальчики людей, которые прошли подготовку биолазерного образования. Или там хорошо взаимодействовали со светлицами достаточно долго, и у них светимость поменялась. Потому что, видите, чем она характерна? Во-первых, изрезанность вот этой вот кривой, то есть это называется фрактальность этой линии. Ну, как бы вот видно, что она здесь такая вот интересно, сильно изрезана, да, то есть. И есть вот такие яркие точки, которые как бы как вот такие зоны очень сверх яркого изображения. Потому что если посмотреть на обычные картинки, они вот так выглядят. Видите, точечек таких нет, картинки более смазанные выглядят. И интересно, что вот внутри вот этой вот картинки нету свечения у обычных людей. А у тех, кто прошел
обучения биолазерному образованию или вот долго работает со светлицами, внутри вот этой вот картинки тоже есть светимость определенная, называется внутренний шум. И чем у человека больше энергетика, тем, оказывается, это внутренний шум больше. Хотя их, когда сравнивали, проводили вот исследования, разные школы дают разные методики взаимодействия, то когда говорили вот о биолазерном взаимодействии, или вот этой системе сверхскоростного образования, то оказалось, что в этой системе наиболее устойчивы вот эти адаптационные реакции, с одной стороны, то есть если человек очень легко приспосабливается к различным изменениям в среде, но он еще и влиятелен. Да, то есть и это проявлено на вот этом излучении. Можно сравнивать по характеристикам излучения разные школы, разные направления развития, которые мы здесь видим. Это вот как бы один момент, о котором я хотел сказать. То есть мы по характеру вот этого свечения можем говорить о адаптационном потенциале. Так, и вот как результат мы проводили исследования. Да, биолазерное. Что такое биолазерное? Но когда мы говорим про излучение, которое от нас идет, да, то есть вот мы светимся все, у нас есть аура, мы светимся. Можно светиться по-разному. Можно светиться как лампочка, да, то есть, то есть твой свет, он во все стороны идет, и ты его не можешь формировать как некий пучок, да, то есть а лазер это что делает? Это тот же самый свет по мощности, но только направленный узким пучком, еще и когерентный, то есть он с одной частотой нам светит, например. Или там полимодальный, когда множество частот, но они тоже упакованы как бы вот в некий спектр определенных, с определенными характеристиками. Поэтому у нас есть возможность, да, то есть как бы вот развивая наше световое тело, перейти от светимости обычной к характеристикам, как лампочка, к биолазерному, то есть когда мы можем концентрировать свою вот эту светимость и направлять ее на какие-то свои задачи, на какие-то системы взаимодействия, да, то есть когда это нам важно. Особенно нам это важно, когда мы налаживаем эксперт-операторное взаимодействие. Потому что нам надо соединить один свет с другим светом, с тем, чтобы на их взаимодействии получить какой-то синтез и создать новое качество, как уже производное от этого взаимодействия. Поэтому вот то, что я рассказывал про систему обучения световую, да, то есть как бы, когда мы говорим этапы просвещения, просветления, озарения, да, то есть это все этапы еще возможно, когда есть возможность подсвечивать учителя, ученика, то есть он может его просветить, то есть он может просветить его жидкий кристалл своим биолазером и выбить всякий мусор, который мешает ему воспринимать эту информацию, да, то есть он может его потом образ передать, транслировать его в себе как некое качество, ему прямо, то есть печатать его, да, то есть как бы человек получает это образование, минуя как бы все промежуточные стадии, которые до этого были. Вот, ну мы как-то показывали, да, как люди могут взаимодействовать на расстоянии, когда человек слышит, как можно с помощью этого света налаживать отношения. Но нам важно не просто, что мы можем наладить отношения, но это мы можем еще это использовать как возможность взаимоусиления и возможность, опять же, вот творения нового света. То есть есть один свет у одного человека, есть у другой, и они эксперт-операторно взаимодействовали, на этом взаимодействии родилось что-то новое. То, чего еще ни у кого не было и возможно, не будет. Потому что такие вещи повторить невозможно. Ну, то, что вот, например, мы в прошлый раз делали. Можно ли это повторить, то, что мы уже сделали? Конечно, нет. Потому что какие состояния люди испытывали, какая у нас определенная группа была. У нас сейчас она уже другая группа. У нас нету тех людей, которые тогда были, зато появились другие люди, которые у нас сейчас есть. Поэтому мы можем уже какие-то другие задачи ставить и решать. Так вот, задача попробовать взаимодействовать так, чтобы адаптационный потенциал наш, да, то есть с помощью светлиц, которые мы можем усиливать, мы могли бы
сформировать как отдельное качество, да, то есть как бы как некую структуру, которая бы нам дала качество качества, чтобы мы могли вот эту адаптацию как бы использовать уже как некую структуру, меняющую и нас, и мир. Да, то есть и мы бы тогда могли бы быть уже творцами не на словах, а на деле. Сотворцами. Потому что мир продолжает развиваться, то есть творение идет, развивается. Вот. И нам важно, чтобы мы могли на этом вот взаимодействии создавать возможность развития. Да? То есть как бы развитие качеств, которое бы, то есть мир поменялся, а мы все равно развиваемся. То есть нас он не тормозит. Мы все равно развиваемся в нужном направлении. Этот мир усложняется, благодаря нам же тоже. И мы усложняемся с этим миром, наша мерность растет, мерность мира растет, и мы вместе движемся куда-то, вот, не разрушая друг друга. Потому что самый простой принцип – разделяй властвуй. Да? То есть как бы, поделили людей на границы какие-то по какому-то признаку и начали их противопоставлять. Вот эти лучше, а эти хуже, эти вот такие, а эти сякие. То есть и начинается как бы противоречие. Пока они друг с другом борются, они не могут объединяться, потому что это наиболее важно во взаимодействии. Да? То есть, поэтому если мы можем уходить от противоречия, а адаптироваться, да, то есть как бы мы можем не разделяться, а соединяться. Да? То есть это вот нам как раз основное качество, которое нам необходимо. Поэтому давайте мы сейчас, то есть для нас, как бы мы поэтому говорим, адаптация – это такой важнейший вопрос современности. Если посмотреть, то все время много чего предлагается для адаптации. То есть вот женьшень, например, да, то есть это какое у него качество? Адаптогена, да, то есть он позволяет человеку лучше приспособиться, то есть укреплять его нервную систему, укреплять его физически, чтобы он был более вынослив и мог выносить какие-то вот передряги. А лучше сделать еще так, чтобы передряг не было, да, то есть как бы мы адаптировались к этому будущему так, чтобы никакие передряги нам не страшны. Почему? Ну, у нас есть сверхзадача у каждого, да, то есть задача творческого развития. И мы в этом мире пришли сюда развиваться. А мы начинаем зацикливаться вот в каких-то делах, которые нам не дают увидеть наши вот эти вот возможности. Поэтому мы как бы говорим, что для чего нам надо адаптироваться? Нам нужна энергия, с одной стороны, да, то есть как бы и откуда видно, что энергии становится больше, когда мы начинаем использовать светлицы? Вот из этих картинок, что я показывал, да, то есть как бы на ГРВ. Человек, который пользуется светлицами, у него светимость постепенно становится больше, чем обычных людей. А если он начинает еще активно участвовать вот в этих вот эксперт-операторных взаимодействиях, у него еще больше становится эта светимость. И постепенно вот он начинает расти, расти. То есть для чего? Ну, то тогда биолазер становится все более и более мощный, и у него энергии хватает на то, чтобы что-то сделать, а не заснуть по дороге. Но еще информационная адаптация, да, то есть как бы на нас валится громадный поток информации, да, то есть нам эта информация нужна. Как нам адаптироваться к этому потоку, чтобы в этом потоке мы могли взять только то, что нам нужно? Да, тогда нам надо развивать биосетевые связи, тогда связи с бионетом. И оттуда, чтобы мы могли адаптационно получить нужную информацию в нужное время и использовать ее для решения собственных задач. То есть это вот как бы информационная адаптивность, да, то есть и структурная уже следующий шаг, как бы, да, то есть как бы это уже когда мы можем выступить в роли объекта, который творец, который демиург, он создает демиург времени. Почему? Потому что он создает новые структуры времени, проявляющие что-то в этой реальности, изменяющие эту реальность. Это уже структурная адаптация, когда мы можем говорить, что мы творцы этой реальности, а не просто как бы тут вышли прогуляться куда-то. Вот как бы вот ходим тут как зрители и таращимся, и удивляемся на этот мир. Конечно, мир удивителен, конечно, он прекрасен. Как бы нам хотелось бы, чтобы мы не разрушали его, да, то есть, а могли бы, наоборот, в своей деятельности что-то такое созидательное сделать, и чтобы то, что мы сделали, да, может быть, это не завтра проявится, может быть, это проявится там через 2 дня, но пусть оно проявится. Да, то есть, ну вот, например, что-то нам надо, чтобы нам какой-то ресурс подошел.
финансовый, например, да, то есть как бы, а мы говорим, вот у нас есть возможность продвинуть какие-то технологии. И мы говорим, давайте вот мы продвинем технологии, вы нам за это заплатите. Вот один из вариантов, да, допустим. Поэтому мы говорим, мы сейчас просмотрим вопрос адаптации в пространстве сначала, да, то есть как бы, вот в чем, как можно обучаться адаптации. Например, путешествовать. То есть мы идем и попадаем в разные среды. В одну среду, в другую, третью, то есть как бы, и все время мы, как день сурка, каждый день среда. Вот. И мы вот в этих средах все время как бы существуем и постепенно нарабатываем вот это качество адаптивности. Среда другая, мы поменялись. Среда другая, мы поменялись. Но меняться-то нам надо как? Чтобы быть устойчивыми. Не так, чтобы мы прогибались под эту среду, а чтобы мы могли оставаться вот ровненькими, и нас эта среда не ломала. Просто пример, да, как светлицы работают, например. Вот мы проводили исследования, например, в Мексике. Были в экспедиции одной большой, там было что-то человек 100, наверное, нас. И мы там проводили, сейчас я на экран выведу результаты и этого исследования. Вот. Я там измерял, кроме того, что людей измерял, которые там были, я измерял еще датчиком спутник, как меняется среда. И вот это вот график, как менялась за время экспедиции эта среда. То есть, ну, там, видите, как бы кучка точек. Почему? Потому что, ну, датчик, он не одну точку мы снимали, а целую кучу. Это как бы вот один день, это другой день, это третий день, четвертый день. Ну, я не каждый день это делал, но тем не менее мы видим, что, да, то сначала мы приехали, и была большая, то есть, ну, высокий уровень энергетики средовый. Там, вот у нас 6853 каких-то вот было пикселей в этих картинках. А постепенно она начала снижаться. Снижалась, снижалась, снижалась. Мы там целый месяц ездили по этой Мексике, эта энергетика. Вот. Но она как бы скачками. То больше, то меньше. Но в целом вот тренд такой на снижение. Потом потихонечку стала расти. Как это проявилось в светимости людей? Да? То есть как бы это площадь свечения, это уже тест объекта, который соединен был с датчиком. Вот давайте посмотрим, как это выглядело у людей. Вот типичная картинка, как менялась светимость человека, ну, в течение этого периода. Значит, это те, которые просто приехали тоже в члены экспедиции, но они ну, редко участвовали во всех этих вещах, и у них не было светлиц. Видно, что вот потихонечку, потихонечку также у них снижалась энергетика, да, то есть и потом только потихонечку начала расти уже там под самый конец. И вот если большинство, у всех вот так вот такая картина и была. И люди, которые там были, хорошо я мерил это с датчиком спутник, эту общую картину, и они поняли, что их снижение энергетики это не то, что экспедиция на них плохо влияет, да, то есть как бы та группа людей, которые, это общая характеристика среды, и они как бы как неустойчивые элементы, вот они под эту среду прогибаются, и потихонечку, потихонечку у них общая энергетика падает. Но не у всех. А вот давайте посмотрим тех, как, у кого светлицы были, как это выглядело, например. Вот картинка человека, который со светлицей был. Мы видим, что не только не снижалась, а в некоторые дни даже подскакивала там эта светимость, потому что, ну, какие-то были там работы, одновременно мы участвовали, которые вот энергетику эту подкачивали и поднимали. И поэтому это вот типичная картинка людей, у которых были светлицы или которые там очень долго занимались в этой системе. Да, то есть вот в системе эксперто-операторных взаимодействий. То есть вот такая вот как бы наблюдение мы делали, и потом, ну, как бы в других экспедициях тоже такие же делали. Просто я мексиканскую показываю, потому что там удалось вот такую средовую характеристику обнаружить. Вот. То есть человек, который пользуется светлицей, он становится устойчив вот к изменениям в окружающем мире, где он становится как бы менее подвержен каким-то факторам. То есть, потому что вот есть такое понятие биоритмы. Хорошо это или плохо? Вот, как помните, была мода рисовать эти биоритмы, все это рассчитывали, там, где какие интеллектуальные, там, эмоциональные, физические и так далее. Вот. Ну, предположим, да, ритмы какие там и есть. Ну, вот, предположим, два человека взаимодействуют друг с другом. Хорошо, когда у них совпадают эти биоритмы, или когда они не совпадают у них, как вы считаете? Какое мнение будет?
Вот если биоритмы совпадают у них, это хорошо? Вот Андрей говорит хорошо. Еще кто говорит чего? Вот. Ну, на первый взгляд хорошо. Но с другой стороны, да, то есть как бы вот когда они взаимодействуют, у одного подъем, а у другого спад, например, да, то есть как бы, тогда получается при взаимодействии один компенсировать начинает ему этот спад. Да, то есть, а если когда они оба, допустим, у них был вместе подъем, а потом они вместе пошли на спад, они же друг друга еще и потопят вместе, как бы вот в этом спаде еще и как бы ухудшат совпадение. Вот, поэтому, когда мы говорим об устойчивости или об адаптивности, да, то есть повышении адаптационного потенциала, то повышение адаптационного потенциала дает нам устойчивость. И уже независимо от всяких биоритмов там, и прочих, там, мы начинаем существовать. Что это дает нам? Это дает нам возможность вот уже адаптироваться к изменениям среды и начать на эту среду влиять, как биолазеры. Если мы можем выйти из этой среды как система. То есть если мы погружены в систему, мы являемся частью этой системы, да, то есть, ну тогда мы не можем ничего сделать. Но есть же понятие система, надсистема, да, то есть весь подсистема. Вот у нас есть, например, есть сознание, а есть подсознание, да, то есть у нас есть внутренний регулятор, который за нас все регулирует. Да, то есть, не дай бог, если бы его не было. Это ж надо было сколько подумать, что вот я пальчиком хочу почевелить, какие мышцы мне надо сократить, насколько эти сократить, чтобы вот я палец у меня мог вот так вот сделать. А подсознание нам все делает, нормально работает, то есть не надо об этом задумываться. Но иногда ему надо помогать. Почему? А где-то ошиблась, и все равно. То есть какой-то орган, где-то что-то заболело, напряжение какое-то возникло. А мы сами начинаем себя загонять. Если мы когда были там на уровне животных, там, опасность возникла, взял, убежал. Или, например, огрызнулся. А сейчас же нет, там опасность возникла, на тебя чайник орет, например, да, допустим. И ты же не можешь ни убежать, ни огрызнуться. И так вот с этим стрессом и существуешь. Поэтому светлица тут крайне необходима, потому что как бы она тебя орет, а тебе все равно, да, то есть как бы, ну как вот в песне про зайцев. А нам все равно, а нам все равно, да, то есть не боимся мы волка и сову. Поэтому светлицы, они существуют как системные адаптеры, с одной стороны, но это системные адаптеры времени. Почему мы говорим про время? Потому что тогда мы можем адаптировать среду не здесь, не сейчас, а начинать в прошлом. То есть мы можем, начинаем себя менять с одной стороны, а с другой стороны начинаем менять среду. И тогда, когда мы оказались уже в нужное время, в нужное место, среда уже готова. Вот это качество, например, проявлено у нас в золотой рыбке. Да, то есть, но нам же надо, чтобы мы могли вписаться во все это дело, да, то есть как бы, а если не хватает энергии и времени, да, то есть она проявлена в том, что у нас, мы бы и рады бы там воспользоваться каким-то ресурсом, а его нету, временного ресурса нет, финансового ресурса нету, да, то есть какого-то еще ресурса нет, что делать? Ну, тогда надо их задействовать, да, то есть с помощью, вот, допустим, светлицы энергия времени. То есть супер у нас это для того, чтобы мы могли задействовать оперативные характеристики нашего жидкого кристалла и его перестроить связи в соответствии с изменяющимся условием, да, то есть а энергия времени нам будет помогать изменениям во временной среде, когда мы можем создать новые связи во времени и через них начать влиять на вот тот мир, который нас окружает.